Ребят, всем привет! Впереди 14 серия, предпоследняя серия нашего электропробега. И вопрос, что сделал сотрудник ДПС после нашего с ним разговора. Оставляйте ответы в своих комментариях. Всем приятного просмотра! Спасибо большое. Пожалуйста, до свидания. Сейчас заряжается одна. Такая вот территория. Вот такие прекрасные виды. Смотрите, мы назовем его лайфхак мини Паша. Паха, рассказывай. Если у нас выносные батарейки, чтобы по 10 раз не переключать, не поднимать, не... Да, поправлю, да. Мы постоянно мотали вот так, и чтобы нам поменять, постоянно у нас подключено две батареи. Одна Нижняя. батарея там, она в запас, самая последняя остается. А эти батареи мы просто шнур вытащили на улицу и здесь в очередности. Ну, до этого как мы делали? У нас батарея была одна, две там, но одна подключена под сидушкой, одна здесь. Мы их одновременно, у них одновременное питание, получается, идет, правильно я говорю? Да. И, соответственно, когда они у нас по истечению какого-то времени разряжались, нам приходилось это все разматывать, скотч, и брать, открывать это все время. А сейчас что-то под конец пути, не с самого начала, пипец. Да уже надоело, скотч срывать, опять мотать, уже скотчем много перейти. Очень много, мы вчера еще поролона купили. Мы в итоге что сделали? Мы взяли, вывели, то есть это не я вывел, Паша вывел, вот так вот. Еще по стяжечку какую-нибудь. Да не, нормально, она сразу. Все, и вот в принципе, да, так очень удобно. Да, в принципе, нам, нам и хватит, нам даже, вот нам сейчас по сути, тебе надо максимум 3 батарейки. 3-4 это за глаза прям. Вот, а я думаю, вообще на одной могу доехать. Ну, посмотрим. БР-50, БР-50, по поводу зарядки. Мы сейчас обнаружили такую вот схему. Здесь вот два штекера. В принципе, все одно вместе. Но вчера мы поменяли батарею. Заряжали, вот, допустим, вот здесь, в этой, да, штыре. Мы заряжали. Я что-то проехал какое-то расстояние на максималке, теряю скорость и все. Но по итогу, она стала быстро разряжаться. И как бы я понимаю, что у нее пробег, я могу и 110 не проехать, и сотку легко. А я проехал километров 40-50, а уже разряд на 54 вольта был. Ну, как-то нас это насторожило. Мы сегодня, когда зарядили, индикатор зарядки показал зеленый свет, все заряжено спустя какое-то время. Мы воткнули сюда, и он показал красный. И еще часа 2 или 3 заряжал здесь. И по итогу мы зарядили здесь и здесь. И она у нас полностью зарядилась. Ну, как-то так, сами не знаем. Если у кого такая моделька есть, или кто планирует покупать, а я считаю, это топ-модель. Это одна из самых лучших вообще не только из линейки Skyboard, а вообще в принципе на рынке представленных. Вот таким образом можно заряжать. Вот, напоминаю, смотрите, лайфхак. Мы взяли амортизатор с BR50 и поставили эти амортизаторы на BR30. Это просто небо и земля, ребят. Вот с старыми амортизаторами одного человека с полной, как наоборот, без нагрузки один человек, оно вообще хорошо. Но у нас 3 батареи в отсеках, плюс 2 таких же батареи, плюс одна батарея 45 ампер-часов. Это, грубо говоря, как 2 батареи. Ну это пец, загрузка, ты сидишь, еще гофр забит, еще прицеп висел. Ну, и вот, а в крыло даже видно были потертости. Сейчас нет. Вот реально мортики, да, работают. То есть, если кто хочет усилить подвеску, у нас амортизаторы есть в наличии, мы можем. Да, тут, например, там вдвоем садиться, там очень тяжелый, еще без проблем. Вот, а мортики меняете, решение вопроса. Это мы на личном опыте убедились, мы не зря это делаем. Ездим, тестим и все остальное. Ну а мы поехали, байки готовы. Патрик наш тоже готов, наш символ. О, паук покусал. Все, Патрик, ты все, в теме. Все, Патрик с нами, Паша с нами, я с вами.
погнали на залив, на Лиман. Да, Азовское море, но Лиман куда же, по Азовскому морю. Ну, блин, по сути, Азовское море. Просто закрыто получается. По мне так разницы нет. Меня, конечно, комментариями еще захейтят за эти слова. Вот, скажут, ты что, географ, учительница географии была моим любимым учителем. Или, наверное, любил географию. Хороший преподаватель был. Кстати, у меня поломался телефон, пока мы доехали. Придется мне сейчас. Поехали к яблочкам, подъедем. К яблочкам. Вон там, в конце двора. Да, не выключим сейчас. А? Что, сильно слепит? Вчера едем, и Паха это, говорит, еду, мне дальним но светит чувак. Я он Паха ему дальним тоже, херак. Он говорит, тот офигевший. Я говорю, да не офигевший, это я, говорю, дальним уехал. Смотрите. Это что, яблони, да, Паха, или что это такой сад интересный? Слива, да, может быть? Ну да. Ну прикольно, да, какой сад, урожай собирает. Вон яблоки, да? Вон красные яблоки. Вон и яблочки, ага, красненькие. Как ранетки, да? Пойду я сорву. Яблоко. А можно яблоко сорвать? Яблоко сорвать можно? Спасибо. А красный, да, это все яблоки, да? Спасибо. Вкусные? Такие вот яблочки нам дали. Так, тебе какой большой или маленький? Держи. От чистого сердца. Заслужил за поездку. Сейчас давай лошадок снимем. Вот красавцы какие. Спасибо большое. Большое спасибо. До свидания. Ну что, поехали. Все, поехали дальше. Все, до свидания. Спасибо. Я тебя накормила, ты гавкаешь, а? Неблагодарная собака. Давай к лошадку сначала. Дай маленького покормлю. Маленький, наверное, не пойдет, да? Какой ты вонючий. В деревне вырос, ты знаешь, а я так городской. Мы-то катались. Друган, ты чё? Понятно. Ну, с яблоками накормили сейчас. Какой конь круче? Железный, скайбордовский или лошадиный? Живой, лошадиный. Накормили их яблоками. Осталось последний день поездки. Если все будет хорошо, то скоро будем дома. Мы двинулись дальше, но сильно не отъезжая, решили заехать. Вот покормили лошадок яблоками, которые только что сорвали, нас еще угостили. Ну и, соответственно, вот Лиман, да, хотели вам показать. Столько всего. По сути, мы вам показали, это не знаю, но 1% того, что могли показать. Еще столько мест, столько всего интересного. Хочется вам показать, конечно, больше. Но не то чтобы хочется, оно хочется и оно покажется. Все будет зависеть от ваших комментариев. Очень надеюсь, что вам все зашло, зайдет и будет все круто. Мне на самом деле очень понравилась эта поездка. Понятно, что она еще не закончилась, но я так понимаю, что почти уже все.
но я прям вообще, вот я эмоции испытал. У меня есть один друг, одноклассница моя. Мы с ней очень сильно дружим. Вера, тебе большой привет. И она такую фразу сказала. Говорит, эмоции делают нашу жизнь. И я сначала так не понял маленько, потом вдумался, эмоции делают нашу жизнь. А ведь действительно эмоции делают нашу жизнь. Живем мы один раз, и прожив ее скучно и неэмоционально, ну, тогда смысл жизни вообще. Поэтому вот эта поездка, мне кажется, тоже одна из таких эмоций, которые мне запомнятся на всю жизнь. Грязно, конечно. Грязно. Вода грязная. Ничего не видно. Азовская своеобразная, но она местами грязно, местами нормально. Что ловится? Ну, нормально. Ну да. А мы ездили тоже вот недавно в Адыгею на озеро. Ну там классное озеро, детей возили. Тоже на электроскутерах, на электрических. Ну, конечно, избегаешь, ну так вот один за одним. И все. Ну это нормально, жирненький такой хороший. Ну, совсем слабо. Мы проехали, знаете сколько? Мы с Краснодара доехали в Геленджика, в Дивноморское съездили, в Поросковеевку, потом в Новороссийск. И вот так вот по кругу через Анапу сюда, и сейчас до Краснодара. Что, на одной зарядке? Нет, 6-7 дней едем и... Ну, одна батарея, вот, у меня 3 маленьких можно поставить, на 3 маленьких можно 120 проехать. У Андрея вот... Они меняются, да, батареи? Да, меняются, заряжаются обычно это. Мы с собой еще по запасному комплекту взяли, зараз по километров 200-250 проезжаем. Колорит караси, горбатые и ослики. Вон горбатые, ослики, лиман, Азовское море. Место у нас комфортно. Рыбалка, карасики. Ну, говорят, мы хотим 100, а что толку? Потом же позвонят, скажут, мы 30 километров проезжаем, почему так мало? Права, они, да, на учет ставить не надо, налоги платить не надо, от 250 до 4 кубов, кубик. Ватт на мотор-колесе, там права нужны, да. Ну, права любой категории, то есть права категории Б у вас есть, она категория М открывает автоматически, она вот, и все. Ну, скутер, грубо говоря. Все, а так, ну, едем, многие там пикают, там, сигналят, байкеры останавливаются, там, дальнобойщики, там, да, пропускают, уступают, вот. В Новороссийск в пробку попали, там, спокойненько, там, все раздвинулись, мы так, чик-чик, наша тележка была, мы что на оставили. Все, конкурент прилетел. Китайцы там приехали сейчас и золото добывают, ну штраф 1 миллион, так они там губят. Ну вот сплав делали по норе вдоль Норского заповедника, едем, прям воду пьем, потом впадает другая речка, все, мойтесь, уничтожая как могут, русла меняются, засушиваются там. Плюс там что только не добывают, там экология поменялась, космодромов понастроили, трубы протянули, все это. А так, конечно, рыбалка, там такие места, там раз заезжаешь туда, прям, и Ренок, и Таймень, и Хариус, пожалуйста, вот тебе прям это, свеженького прям, не зажаренного. Хариуса взял в этом своем соусе, джук его, замочил, и все. Ладно, мужики, все, хорошей рыбалки, спасибо за беседу, до свидания. Ребят, мы едем прямо, Славянск, Кубани, потом Краснодар, справа Анапа, Варениковская. Баха возмущает, что поворотники включаю, как обычно. Едем дальше. Может, водички возьмем? Поехали, воды возьмем. Как раз гаишником поедем. Здрасте. Пробег заканчиваем.
Какой? Вело? А, электроскутер. Электро, да. А, типа закрываете этот? Зачем? Мы так для ютуба. Мы с Краснодара до Геленджика, Новороссийск. Да, все, Абра-Дюрсо, Анапа, Темрюк остановились. Вот сейчас все, и Краснодар. А у вас как, хватает электро? Ну, вот батареи добавить? 10-110 хватает, у него 50. И сколько ехать? 3 батарейки примотали, 150. Ну, в день по 200 километров проезжаем в горы, симпатин, подъемов. Один раз топили. Тянет, да? У нас еще трехколесный был. А трехколесный это мы его с Геленджики обратно отправили. В Краснодар и дальше продолжим. Но все сотрудники останавливаются. Аккуратнее. Но покупайте такое. Подписывайтесь на Инстаграм. На YouTube подписывайтесь, лайки, комментарии ставьте. Скажите, видели таких? Проехали больше 1000 уже. 7 дней. Нормальные сотрудники ДПС. Красавцы. Увидели, говорит, что за праздник, говорит, сегодня такой. Варенье с шишками. Произошла небольшая проблемка. Мы это сделали.